Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Уважаемые зрители, тема сегодняшнего обзора – это монеты Гая Юлия Цезаря. Время правления 49-44 года до нашей эры. Гая Юлия Цезаря по праву считают одной из величайших личностей в истории Древнего Рима. Потомок патрицианского рода, что снискал славу умелого полководца, диктатор, который стоял на линии разлома между Старой Республикой и новыми имперскими традициями. Конечно, последняя сыграла с ним злую шутку, и Цезарь в итоге пал жертвой заговора, но такова была его плата за годы величия. Одним из главных триумфов Цезаря стала его победа в гражданской войне, что полыхало в республике в 49-45 годах до нашей эры. Великий полководец одержал победу над противниками, и его прославляли даже на разменных бронзовых дупондиях. На аверсе дупондия изображена крылатая богиня победы Виктория. Крылья видны лишь частично, с надписью по соседству «Цезарь диктер». На русский язык это примерно переводится как «Цезарь, утвержденный диктатором в третий раз». Так в республиканском Риме называли лицо с чрезвычайными полномочиями, которыми его наделял Сенат. Обычно всего на полгода и только в крайне опасных для страны ситуациях. И хотя влияние и амбиции Цезаря вышли далеко за допустимые в республике рамки, поначалу он не смел идти против традиций и чтил формальности. На оборотной стороне дупондия поместили образ Минервы, богини мудрости и воительницы, антипод кровожадного Марса. В правой руке она держит военные трофеи, в левой – копье и щит с изображением головы медузы Горгоны. Этот персонаж перекочевал из греческой мифологии в римскую. Ногами богиня попирает поверженного змея, а легенда расшифровывается как Гаевс Гловевс Проеферс. Речь идет о приторе Гая Клавдия Марцелия, что был одним из главных врагов Цезаря. Металл – бронза, масса 14,2 грамма, время чеканки 45 год до нашей эры. Перед вами динарий, который весьма любопытен, наличием на аверсе на первый взгляд непонятных символов. Но если вспомнить, что Цезарь состоял и в должности великого понтифика, это верховный жрец, то все становится ясно как день. Символы власти великого понтифика слева направо. Ковш для жертвенных возлияний вина. Аспергиллум – это что позже перекочевал в христианскую традицию в виде крапилы. Церемониальная секира и ритуальный головной убор. Реверс занимает изображение слона, грозной боевой единицы в войсках Древнего Востока. Скорее всего, на момент чеканки римляне уже не раз сталкивались с ними на поле боя. Чуть ниже отчеканена часть имени диктатора – Цезарь. Металл – серебро, масса 4,1 грамма, время чеканки 49-48 год до нашей эры. На ваших экранах следующий динарий, который совершенно точно прославляет Цезаря за победу в затяжной Гальской войне. На лицевой стороне изобразили профиль одной из римских богинь с диадемой и дубовым венком. Это или Венера, или Клеменция. Исследователи так и не пришли к единому мнению. Римское число 52 означает возраст Гая Юлия Цезаря. На момент чеканки он родился в 100 году до нашей эры, значит в 48-м ему исполнилось 52 года. На реверсе поместили образы трофеев, взятых у поверженных варваров. Гальский щит, карникс, духовой инструмент для галлов, для подачи сигналов в бою, и секира. Здесь же отчеканена уже привычная Цезарь. Металл – серебро, масса 4,02 грамма, время чеканки 48 год до нашей эры. Друзья, Цезарь не раз уделял место на монетах, чтобы прославить своих соратников. В данном случае на обороте изобразили Авла Алиена, который особенно известен переброской в Северную Африку 2 легионов на помощь Цезарю во время гражданской войны. В награду за верность он был назначен наместником Сицилии. Именно поэтому в руке фигуры на монете мы видим трискелион,
что много позже стал главным сицилийским геральдическим символом. Нос галеры, на которую опирается одна из ног, видимо, должен напоминать о морской переброске 13 и 14 легионов. Текст, который мы видим, переводится как «Авл Алиен, проконсул». На лицевой стороне динария показана Венера в диадеме и упомянут римский диктатор. Переводится он так: Гай Юлий Цезарь, дважды консул. Металл серебро, масса 3,66 грамма, время чеканки 47 год до нашей эры. Дорогой зритель, перед тобой серебряный динарий, который отличается достаточно проработанным и сложным дизайном. На аверсе мы видим четкий профиль Венеры с Купидоном на плече. Какие-либо надписи отсутствуют. На реверсе поместили образы уже знакомых нам трофеев с Гальской войны, 2 щита и корниксы. Ниже изобразили сидящих пленников. Справа бородатый гал со связанными за спиной руками, слева женщина, что подпирает голову правой рукой. Легенда «Цезарь» призвана напомнить имя того, кто присоединил Галлию к римским владениям. Металл серебро, масса 3,95 грамма, время чеканки 46-45 год до нашей эры. В период правления Цезаря чеканились и полновесные золотые ауреусы. На показанном изображении изображена Веста, римская богиня семейного очага и жертвенного огня. Рядом уже знакомый, но немного измененный текст, что переводится как «Гай Цезарь, трижды консул». На реверсе отчеканили образы ритуальных предметов великого понтифика, изогнутый посох под названием Литиус, специальная жертвенная чаша, капис и секира. Надпись, которая читаема на монете, напоминает о преторе Авле Гирции, что также был писателем, военачальником и сторонником Цезаря. Металл, из которого выполнена эта монета, золото, масса 7,89 грамма, время чеканки 46 год до нашей эры. Перед вами поздний ауреус, который отличается более скромным дизайном. Профиль Виктории на аверсе возможно опознать лишь по едва различимым крыльям за спиной. Здесь же текст, сообщающий, что Цезарь был избран диктатором в 3-й раз. На обороте изображена жертвенная чаша, а также отчеканено зашифрованное имя и должность очередного сторонника римского правителя. Речь идет о Луции Планке, городском префекте Рима, который к тому же имел большое влияние в вопросе чеканки монет. Металл золото, масса 8,04 грамма, время чеканки 45 год до нашей эры. Друзья, как известно, на исходе правления Гай Юлий Цезарь объявил себя пожизненным диктатором, а также императором. Это сильно отразилось на дизайне монет. Например, на динариях 44 года до нашей эры с аверсов исчезли образы римских богов, которые заменили гордый профиль амбициозного политика. На этой монете рядом с портретом Цезаря в лавровом венке изображен посох великого понтифика и жертвенная чаша для вина. Легенда, пусть и лаконичная, сильно изменилась. Цезарь имп, то есть Цезарь император. Изображения богов были вытеснены на реверс. В данном случае там отчеканили образ Минервы с Викторией на правой руке и с копьем в левой. Богиня опирается на щит, а справа имеется надпись, что напоминает об очередном сподвижнике Цезаря, который особенно отличился на поприще дипломатии. Металл серебро, масса 3,57 грамма, время чеканки 44 год до нашей эры. Динарий того же года претерпел небольшие изменения. Например, титул диктатора стал еще более пышным и звучит так: Цезарь, император и великий понтифик. В легенде на реверсе зашифровано имя сторонника знаменитого правителя, что контролировал монетную систему в 44 году до нашей эры. Металл серебро, масса 3,48 грамма, время чеканки 44 год до нашей эры. Как и многие другие исторические личности, Гай Юлий Цезарь не смог
мирно окончить свои дни, будучи убитым 14 марта 44 года до нашей эры группой сенаторов, что желали вернуть Рим к истинно республиканским порядкам. Среди них был и Марк Юний Брут, член ближнего круга диктатора, который предал последнего. Смерть Цезаря положила начало Второй гражданской войне 44-42 годы до нашей эры, а монета, которую вы видите на своих экранах, была отчеканена в Греции, когда ее территорию контролировали Брут и его союзники. На аверсе изображен профиль оставшегося в веках изменника. Указано его имя и титул – Брут император. Последнему не суждено было пережить гражданскую войну. Надпись напоминает о стороннике Брута, который отвечал за чеканку монет. На оборотной стороне поместили образ фригийского колпака и двух кинжалов по бокам. Сокращение Эйд Март расшифровывается как «мартовские иды», что по римскому календарю соответствует дню 15 марта, дата убийства Цезаря. Металл серебро, масса 3,7 грамма, время чеканки 43-42 год до нашей эры. Уважаемые зрители, если вам понравился этот обзор, каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу вас поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.